зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Как вы видите, очередная коробочка. Кто понимает, под наклейкой надпись Heimerdinger Tools. Коробка приехала с Озона. Вот, номер модели вроде бы как указан. В коробочке находится болгарка, то есть углошлифовальная машина, УШМ. Heimerdinger LB184, вроде бы так должно быть. Вскрываем, смотрим. Упаковано просто замечательно, в принципе, как и всегда, инструмент Heimerdinger. Вот, есть инструкция, есть полностью по ходу на русском языке. Да, полностью на русском языке. И с обложки мы видим, что инструкция подходит для УШМ 168, 183 и 184. Ну, а у нас должна быть 184. Вот такая вот богатейшая инструкция и все на русском языке. Просто мои похвалы, так сказать, как говорит Борис Сопин, мой товарищ по ютубу, мистеру Heimerдингеру. Значит, данную болгарку, лазя как-то по Озону, я увидел, и меня заинтересовал только вот этот вот момент. У болгарки есть дисплей. На дисплее указан ток, температура двигателя и количество оборотов. Вот я решил ее, так сказать, взять и показать, так сказать, вам. Ну, в первую очередь, конечно же, посмотреть самому. Так, что в комплекте? Как всегда, кожух. Обычный кожух на болтике таком, да. Есть, ух ты, не достать. Есть самая стандартная рукоятка, которыми, в принципе, я никогда на маленьких болгарках практически не пользуюсь. Бывает временами, конечно. Ну и вот такой вот малыш-ключик. И сама болгарочка не хочет вылазить. Ну, видите, какой вспененный полиэтилен. То есть, как я говорю, такими посылками хоть играй в футбол. Ну и вот наша малышка-машинка. Вот так все это дело, друзья, выглядит. Покручу, поверчу с разных сторон. И уже, кстати, я увидел один косяк. Косяк чисто для меня. Не знаю, как для вас, но для меня косяк. Суть косяка в следующем. Дисплей имеем, это, конечно же, хорошо, это плюс. Но обратите внимание на редуктор. Хлоп, вырос под дисплей и дальше пошел. О чем это говорит? О том, что мы наш редуктор, вернее, я свой редуктор, да, уже не смогу перевернуть, чтобы кнопка была сверху, а шпиндель слева. И это для меня, друзья, есть такой небольшой облом. Вот, ну ладно, что поделаешь. Что у нас по управлению? Кнопка переключения скоростями. У нас имеется 3 скорости и кнопочка включения-выключения подсветки. Дальше по сборке. По сборке, в принципе-то, все как бы ничего. Ну, шов виден, как я всегда говорю, да. Но вот пальцами, руками он почти не ощущается. То есть облоя нет, в руку нигде не режет. В руке лежит удобно. Удобно и достойно. Ручка прорезиненная. Так, что мы здесь увидим на надписях? Made in China Heimerdinger. Здесь Heimerdinger, да, как я говорил, LB184. Ну и давайте смотреть, что мы видим на этикетке. 18 вольт от 0 до 6000 оборотов в минуту. Да блин, фигня какая-то. 6000 оборотов была моя первая болгарка Heimerdinger. Там, наверное, 5500. Ну да ладно, протестируем, как говорится, посмотрим. Потому как китайцы любят клеить наклейки, какие, так сказать, есть. Они какие, они реальные. Гаечка. Гаечка, в принципе, такая тоненькая, стандартная. Ответная планшайба. Вот так все это у нас выглядит. Редуктор выглядит следующим образом. Конечно же, друзья, мы ее разберем. Надеюсь, разберем, что не будет такого трабла, как с гайковертом. Вот со всех сторон покажу. Единственное, я знаете, что не вижу? Кнопочка подсветки-то есть, а самой подсветки я нигде светодиодика и не вижу. Это есть какая-то проблема, наверное. Так, ладно, крутить в руках это хорошо, но лучше, конечно же, включить и покрутить. Сразу проверяем защиту от дурака. Включаем нашу болгарку. Видите, даже был еще заряд какой-то. Включаем болгарку и проверяем на случайное включение, которого быть не должно. Опа! Класс! Кнопочка включена, болгарка выключена. На дисплее, как мы видим, горит ошибка E0.
22 градуса, Е0, ошибка. Выключаем кнопку, запускаем болгарку. Ура, болгарка работает. Итак, включилась болгарка на первой скорости. Смотрим вторую скорость. Вторая рыска, вторая скорость. Смотрим вторую скорость. Запустилась. Третья рыска, третья скорость. Запустилась. Включаем подсветочку. А вдруг мы ее найдем? Ага. А подсветочки-то и нету. Нигде у нас нету. Нажимай, не нажимай. Ой, не то нажал. А, во! Шлепанда куриная. Это вы, конечно, на меня намекаете. Вот такая вот подсветка такого дизайна с двумя светодиодами. Да, подсветка, конечно, хороша, но смысла от нее, друзья, я так понимаю, никакого не будет. У нас здесь стоит защитный кожух, и куда она будет подсвечивать, абсолютно никому не понятно. В планах проверить обороты. Обороты будем проверять, давайте вместе, наверное, с диском. А для этого, для безопасности, конечно же, установим защитный кожух. Так, если я положу на стол так, то кожух мы зажмем, наверное, все-таки так. Кожух подтянул. Где наша планшайба? Планшайбу поставил. Обороты будем проверять на шлейф-круге. Это все есть. Гаечку зажимаем. Кнопка фиксатора, видите, какая мощная, здоровая, выпуклая. Это есть, я считаю, большим плюсом. Опа, поджали. Проверили на свободный ход. Так, ну и что, давайте с первой передачи, наверное. А еще у меня, знаете, что вопрос? Есть ли здесь память? Так, включаем. Вот так идет загрузка. Смотрим передачу. У нас первая передача. Давайте на второй передаче. Включили, выключили. Убрали аккумулятор. Разрядили. Поставили аккумулятор на место, запустили. Как мы видим, памяти у болгарки нет. Она запускается все время с минимальной скорости. Для меня хорошо, чтобы болгарка все время запускалась с максимальной скорости. Опять же, это мое субъективное мнение. Никому его, друзья, не навязываю. Ну что ж, смотрим обороты первой скорости и будем измерять, сравнивать при помощи тахометра. Включаем, смотрим. $4600 там с копейками, так? Теперь ту же процедуру, только с нашим тахометром. 4600 с копейками. Поехали. Не, ну вы поняли, что творят китайцы? Одинаково, что здесь, что здесь. Итак, вторая скорость, друзья. Что-то там 100, 7200. Ну, давайте смотреть. Так, у нас болгарка на второй скорости. Что творят китайцы? Я не перестаю удивляться. Это замечательно, клянусь богом. То есть тютя, считай, в тютю. Ну что ж, третья скорость. Поехали смотреть. $9750 в среднем берем, да? И давайте мерять. А вот тут на 800 примерно оборотов, 700-800 оборотов нас обманули, да? Хреново. Да, хреново. Да. Почему так? Совершенно непонятно. Поэтому производим повторное измерение.
8900 и больше не дает. Смотрим еще раз сюда. Тут 9800, 9900. Конечно, хорошо бы было, чтобы были вот эти обороты. Но, друзья, в этом, я уверен, конечно же, больше, чем в этом микродисплее. Так, да, немножко сразу была такая радость на двух передачах. То есть тютя в тютю, а потом, видите, такой большой-большой облом. Обманули дурака на 4 кулака. Так, закончили с нашими экспериментами. Значит, в скорости вращения мы померили. Да, здесь болгарка еще показывает и токи. Давайте-ка я включу. Ну, как мы видим, скорость холостого хода примерно 0,4 ампера, да. Я как-то включал ее, до 0,3 бывало сваливалась. Вот. А под нагрузкой посмотрим при тесте, что с ней будет и как с ней будет. Так, теперь делаем попытку разборки данной болгарки и посмотреть бы, что у нее там внутри. Да, совершенно забыл, кому интересно. Друзья, так, ну давайте, наверное, я сниму. Давайте так. Давайте со шлифовальным кругом, то есть толстый круг, я думаю, все понимаете. Делаем контрольное взвешивание. 1 килограмм 677 грамм. Сейчас я сниму круг. И мы взвесим без нашего кружка. Вот как-то так. 1 килограмм 505 грамм. Ну и опять же, будем тестировать на данной шестерке, поэтому в комплект мы еще приложим и шестерку. И получаем вес 2434 грамма. Еще плюс отрезной кружок, и итого, считай, тут плюс-минус 2,5 килограмма. То есть вес как бы нормальный. Не особо тяжело, конечно, но и не особо легко. Так, все. Ставлю на паузу, разбираю, показываю вам. Значит, сразу разберу и покажу. Откручу редуктор. Посмотрим на смазку. Раскрутил редуктор, снимаем, смотрим. И видим обалденно классную картину. У нас все затарено смазкой. И этой смазки, друзья, вполне себе достаточно. То есть, видите, под звездой смазки валом. Писал мне один человек, говорит, разобрал редуктор, поменял смазку, собрал, и редуктор просто кипит. Вот, мы там с ним долго переписывались, потом я понял, что товарищ забил редуктор полностью смазкой. Вернее, он мне написал. Вот, причем смазка у него была высокая какая-то там температурная, я уж не помню, он называл марку. Вот. Поэтому, друзья, обращайте внимание, смазки здесь должно быть, грубо говоря, половина чайной ложки. Вот хорошая половина чайной ложки. Больше сюда класть не надо, потому как будет очень сильно перегреваться редуктор. Ему очень тяжело все это дело крутить и вращать. Закрываю здесь и разбираю уже до конца. Обращу ваше внимание, что я заметил при разборке. Смотрите, на 6 саморезах все у нас это дело держится, да. Вот эти саморезы из корпуса равны саморезам из редуктора. То есть они идентичные. Но 4 самореза, которые идентичны редуктору, не идентичны 2 саморезам. Один, кстати, я не смог достать. То есть от аккумуляторной части, видите? Поэтому при сборке не перепутайте. Длинные самые саморезы, один сюда, второй сюда. Так, ну что, пробуем разбирать. Корпус мы не сможем разобрать. Видите, редуктор мешает, пока не снимем редуктор. Ну что, давайте пытаться снять редуктор. Опача! Что-то выпало. Сейчас посмотрим, что выпало. А, выпала вот эта вот свечашка на подсветку. Она у нас куда закладывается? Вот сюда. Тоже имейте это в виду. Видите, 2 отверстия для воздуха
И два закрыты вот эти фонариком этим. Так, ну вот, башка у нас следующая. Посадка, видите, довольно плотная на подшипнике. Еле я его отсюда содрал. Вот даже какая-то немножко и стружечка есть. Алюминиевая. Поэтому при разборке, при сборке будьте, друзья, внимательны. Так, снимаем вот эту всю часть. Что-то она у нас не снимается. Ага. Вот видите, саморезик остался в этом гнезде. Как и ладно, я потом выкручу. Так, по пластику, я думаю, тут останавливаться не надо. Хотя, что не надо. Вы смотрите, какой толстый, друзья, пластик. Он даже не гнется в руке. Вот так вот, наверное, я им немножко поиграю. Просто, как говорится, класс. Так, ну и вот наше сердце. Сердце. Стоит дисплей. Дисплей шлейфом соединен куда? Так, давайте-ка мы, наверное, достанем платку. И отследим все это дело. Ага, вот наш разъем. То есть дисплей идет из контроллера. Так, теперь у меня вопрос. Каким боком и как это все дело читает обороты? О, смотрите, тоже нашел маленькую проблему. Прикушен корпусом был проводок немножко. Ну, это не страшно. Думаю, вам видно, да? Значит, должен быть в двигателе, раз обороты двигателя, должен быть в двигателе таходатчик. Давайте-ка мы это все дело, значит, достанем. Ротор нам не нужен. Ну, вот такой вот, друзья, ротор. Видите, отбалансирован. Все честь по чести. Вот кто не знает, вот эти вот высверливания, это есть балансировка. Ротор, ой, в смазку влез. Так, посмотрели. Движок у нас вот такой вот, 6-обмоточный. Обмоточки довольно толстые. Ну, я бы не сказал, что это алюминиевый провод. Провод такой серьезный. Значит, у нас идет, и как видно, 3 фазы. Здесь таходатчика нет. Получается, что у нас каким-то образом все это дело считывает контроллер и подает сигнал на вот этот вот приборчик. Что касаемо пайки. Пайка в принципе-то нормальная. Только съемная площадка под а-ля Makita. 2 контакта. Ну и вот такой вот контроллер. 2 кнопки и светодиоды. Пайка, в принципе, видите, нормальная, отличная. Проблем вообще не вижу. Провода силиконовые. Вот эта вот фигнюшка выпала. Друзья, при сборке не забывайте следить за этим темлячком. Он постоянно выпадает. Я обычно, когда собираю, он валяется где-то отдельно на столе. Приходится повторно разбирать и все это дело собирать. Так, кому интересно, судя из прошлого обзора болгарки, извиняюсь, камеру зацепил. Давайте смотреть движок. Так, 48 миллиметров двигатель. Не знаю, вам видно, не видно. По внутрянке. Сразу сам, потом вам. Так, по внутрянке у нас идет 27 на минусе. 26, что-то и 6, что-то такое. Потом, по железу, да. Обычно люди просят по металлу. Бах. Сколько? Ровно 3 сантиметра. Так, ну и поскольку мы уже сюда влезли, вот я не знаю, где можно взяться за провод, чтобы его вам промерить. А вот где. Ох, опять зацепил я камеру, друзья. Сильно люблю вертеть головой. Опа. Так, соскочило что-то у меня тут. Так, видимо, сильно зажимаю. О, смотрим.
Провод так же, как и на прошлой болгарке, 1,2 мм в диаметре, друзья. Не путайте с квадратурой. В диаметре. Так, на этом все, наверное. Кнопочка имеет следующий вид. Вот довольно такая новая кнопка для болгарок. И, в принципе, как мы с вами все уже и посмотрели. Все, да не все. Мотор я показал, статор, а ротор я и не замерил. Давайте померяем мы ротор. Так, 26 мм диаметром. Давайте, кому интересно, по подшипнику я бахну. Так, что мы имеем по подшипнику? 16 мм посадочная. Внутрянку не промеряю, друзья, не знаю. Вот может быть как-то так. Если там что-то написано, хотя, видимо, там ничего не написано, вы сможете что-нибудь там да увидеть. Так, и длина. Вот как-то так. И длина у нас почти 3 сантиметра там, на минусе пару десяток. На этом, походу, все. Собираю все до кучи. И пойдем попробуем как-нибудь ее там потестировать. Возможно, сравним показания тока здесь. И каким-то образом я повешу токовые клещи через свой этот переходничок. И померяем, тоже сравним показания по току. Вот, ну, будет видно, короче. Собираю и вперед. Есть у нас токовые клещи. Делаем сброс. Ой. Наоборот выключил. Делаем сброс. Вот эта камера будет снимать у нас вот этот дисплей. Ну а эта камера будет снимать показания токовых клещей. Значит, железяка у нас 40 на 16. Все та же, все те же, все там же. Режем на 3 скорости. Сейчас буду резать. Полностью пока не отрежу. В таком легком режиме, чтобы вы посмотрели разницу, так сказать. Есть ли разница или нет разницы между показаниями данного дисплея и клещей. Ну что, погнали. Режем на 3 скорости, конечно же. Итак, народ, это был рез с таким небольшим усилием, но в принципе спокойный, нормальный рез. Сейчас я буду резать до отсечки. Посмотрим, на каком токе чего тут отсечется. Ну что, поехали. Раз, еще разок. Ну и давайте 3-й раз. Вот, ток отсечки я, конечно, ни здесь не видел. Вам это все дело было прекрасно видно. Сейчас, наверное, попробуем при шлифовке, что у нас получится. Хотя будут все те же результаты. Но мы попробуем. Возьмем не сильно такой кружок. Замусоленный, ну, бэушный. Плохо, конечно, что мне самому не видны результаты. Но как есть, так есть. Болгарка пилит, в принципе, отлично. Ничего не могу сказать. Так, поехали. На 3-й скорости.
спокойное шлифование. Так, давайте теперь на второй скорости, ради интереса. Тоже спокойное шлифование, без особого давления. И первая скорость. Так, народ, надеюсь, вам токи были видны. Я, к сожалению, слеповат, и уже тут абсолютно практически ничего не вижу. Все в глазах расплывается, тем более подсвечено вот этим вот огоньком. Так, что сделаем дальше? Дальше будем на 3 скоростях, собственно говоря, давить. То есть первая скорость, давим до отсечки. Блин, еле-еле остановил. Еще разок. Вторая скорость. Давим до отсечки. Раз. И еще разок. Два. И третья скорость. Тоже давим до отсечки. Раз. И еще разок. Два. Вот, народ, к сожалению, я не видел здесь тока. Ну, я надеюсь, вы здесь хотя бы видели. И этого, в принципе, достаточно. Думаю, что показания примерно одинаковые между двумя этими вот дисплеями. Ну, по-другому, к сожалению, показать я уж тут никак не могу. И так эти камеры я подвесил кое-как. Вот, значит, сегодня была такая вот на обзоре болгарка. Надеюсь, токи вы все видели. Все слышали и все сами видели. Болгарка режет отлично. На первой скорости я ее еле-еле, то есть душу. На третьей немножко легче. Поэтому сегодня закругляемся с данным обзором. Всем спасибо, что были со мной. Кому было интересно. Всем огромного здоровья. До новых встреч, до новых видео. Пока. Спасибо за внимание.